Всем привет! Вы на канале SuperKit. В предпоследнем своем видео я наглядно показал, как с помощью сторонней программы, которая обладает драйвером NVMe, использовать современный M2 с интерфейсом подключения PCI-Express в качестве загрузочного на старой материнке. Естественно, возникает вопрос, а можно ли сделать это без стороннего ПО? Эту инфу я начал искать давно, да и это видео, как и видео с клевером, должно было выйти как минимум полгода назад, но лучше поздно, чем никогда. Итак, конкретно меня интересует модификация UEFI. Если вам нужна прошивка старого AMI BIOS, нужна будет другая программа, для этого конкретно MM-Tool. В поисках информации, которая должна быть доступна каждому в понимании, а я до этого момента никогда не занимался модификацией BIOS и даже никогда не пользовался программатором, я попал на иностранный англоязычный форум. Начал переводить тезисами, но попал на сайт, тоже форум, на котором это сделали уже за меня. Порой использовали другие версии программ или подобные программы, но это не имеет принципиального значения. Те же файлы с драйвером и ссылки на нужные программы, которые понадобятся, также приведены. Все весьма подробно расписано. Более того, на русскоязычном форуме есть уже пользователи, которые, совершив данные манипуляции, успели не просто отписаться об успехе, а и уточнили модели системных плат, на которых они производили модификацию. Это и пара плат на 970 чипсете под FX, и плата под сокет 1155, но только второго поколения, и даже есть сокет 1155 третьего поколения, причем с таким же чипсетом, как и у меня, но другого производителя. BIOS моей платы ASRock также не обладает драйвером NVMe, и у меня также есть желание это изменить. Для начала я обратился на официальный сайт. Я лично такого не видел, но где-то читал, что есть модели плат, которым какой-то из производителей добавил на официальный сайт BIOS с поддержкой NVMe. И вот что интересно, последнее обновление к моей плате из 2012 года датируется на официальном сайте относительно недавно, в середине 2018 года. Года, в котором уже вовсю продавались SSD M2 с интерфейсом подключения PCI-Express. Но установив себе эту версию 1.50, я понял, что производитель выпустил ее непонятно зачем, ибо ничего кроме измененного в худшую сторону логотипа при загрузке изменено не было. Конечно же, специально проигнорирована поддержка NVMe. Конечно же, чтобы я купил новую плату. Вот видно, что обнаруживается только мой SATA SSD и Win. Больше ничего нет, хотя M2 NVMe установлен сейчас в комп. Именно поэтому я все время пользовался версией 1.0.0, той, которая и была здесь с самого начала, потому что знал, что все эти обновления бессмысленны. Чего уж тут говорить, если сам производитель говорит, чтобы я не менял версию BIOS, если и так все прекрасно работает. Тем не менее, несмотря на то, что вроде как все подробно описано, мне было как-то страшновато начинать этот процесс. Ведь в случае неудачной модификации или прошивки я потеряю свой комп. Мне придется искать программатор, внедряться в его принцип работы. Это доставит массу неудобств и кучу потерянного времени. А все это время у меня комп работать не будет. Поэтому я решил сыграть на опережение и заказал этот программатор заранее. Причем заказал полный комплект и плату с посадочным местом для микросхемы, которую пришлось бы выпаивать, и щуп, чтобы не выпаивая подключить к микросхеме и произвести прошивку. Благо в 2012-2013 годах многие еще выпускали микросхемы, которые были установлены в разъем, который уже и был в свою очередь распаян. Сейчас же все распаивается.
Ну, чтобы если что-то было не так, то у пользователя было больше трудностей и чтобы он с большей вероятностью пошел покупать новую материнку. Не иначе. Естественно, к программатору я заказал и микросхемы, предварительно вытащив свою и прочитав инфу на ней. Несмотря на то, что я не вынимал ни разу до этого микросхему из системной платы, надпись уже видна не очень контрастно. Новые микросхемы продавались упаковкой 5 штук. Стоило это около $2,5 за все 5 штук. То есть цена, которая вполне позволяет и предопределяет эксперименты. Первым делом нужно было разобраться в работе программатора. Микросхема, в зависимости от маркировки, устанавливается в конкретное посадочное место, ключом в соответствии с указанным на рисунке, прямо на программаторе. Также есть разные режимы работы, которые включаются посредством джампера. Я скачал обычный BIOS с сайта материнки и решил его прошить. Погуглил программы, все оказалось и легко, и сложно одновременно. Для начала нужно обратить внимание, определяется или нет программатор в программе. Это видно в левом нижнем углу, надпись зеленым цветом говорит, что программатор на связи. Далее, для того чтобы убедиться, что микросхема определяется правильно, ставлю от балды параметры микросхемы, а после автоопределения указываются нужные параметры. Значит, все готово к кройке и шитью. Вроде все понятно из интерфейса, но просто открытый файл, который я записал на микросхему, почему-то не соответствует после записи тому, который я открывал. Об этом говорит уже программное обеспечение к программатору. После чего при установке этой микросхемы в плату, плата стартует и тут же вентиляторы останавливаются. Моя ошибка заключалась в том, что я сначала не произвел стирание чипа. Хотя я этого не делал, потому что я вроде как купил новые микросхемы, и как мне казалось, они по определению пустые. Но на практике это было не так. Не знаю, почему так вышло, возможно, китайцы что-то туда записали для теста. Я банкрот! Недолго думая и не пытаясь найти решение в инете, я решил не просто записать с помощью кнопки «Запись», а с помощью кнопки автопрограммирования. После этого программа отрапортовала, что исходник совпадает с конечным результатом. Уже отлично, как минимум без компании останусь, даже если модификация не удастся. Видимо, автопрограммирование делает сначала стирание чипа. Уже после этого я проверил и просто запись, как делал в самом начале.
но с предварительным стиранием, и программа для прошивки показала, что файлы совпадают. Ну что же, легкое недопонимание о наличии информации на новой микросхеме – это тоже опыт. Совместив все прочитанное, теперь можно перейти и к внесению изменений. Как и говорил, для этого нужно добавить в BIOS драйвер. Сам драйвер искать не нужно, он уже дается, причем идет в разных версиях по объему, стандартный и уменьшенный в объеме. На случай, если после добавления указанного стандартного драйвера общий объем изменяемого BIOS превысит допустимый и его записать не получится, так как он просто превысит емкость микросхемы, в которую он и зашивается. На указанном форуме нам предлагают проверить наличие модуля CSM Core через поиск. Для этого открываем в программе UEFI Tool, той самой, которая нужна для модификации, файл BIOS, который подлежит изменению. Я лично буду делать это на версии 1.0.0. Так как мой комп отработал на этой версии BIOS 8 лет без сучка и задоринки. И проверять, что бесполезного наделали сотрудники ASRock в новых версиях, я не имею желания. После открытия данного файла нужно выделить корневой каталог и снова, нажав файл, открыть поиск. Здесь и нужно вбить CSM Core. Поиск успешен. Мы видим базу данных исполняемых модулей DXE, которые по сути являются драйверами и приложениями. После пролистываем вниз до последнего драйвера, который находится перед значением Volume Free Space, выделяем его и в контекстном меню после нажатия правой кнопкой мыши выбираем «Добавить после» и добавляем наш драйвер NVMe. Я добавлю стандартного размера. Очень важное замечание. Не привязывайтесь к тому названию драйвера DXE, который вы видите сейчас на экране у меня, так как он может быть разным у всех, в зависимости от BIOS. Просто добавьте после последнего. На этом все изменения закончены. Теперь остается только сохранить данный образ моего нового BIOS. Поскольку он на базе версии 1.0.0, я его назову 1.0.1. Нам предлагают его сразу же и открыть, а заодно можно проверить наличие в нем драйвера NVMe. Для этого, чтобы проверить, нужно совершить такой же самый поиск, он находится без проблем. Можете проверить сами, на версии BIOS до модификации он там не находился. Вообще, поскольку мы попадаем в список DXE драйверов, где должны быть все драйверы, которые зашиты в BIOS, то по факту после загрузки изменяемого BIOS мы можем вбивать в поиск вообще что попало. Например, можно вбить не CSM Core, а общее название DXE. Находит много всего, выбрать любой и, как видно, попадаем ровно туда же. Или запросить поиск какого-нибудь известного драйвера, например SATA. Все так же попадаем в данный каталог. Последнее умозаключение исключительно мое личное наблюдение, но я вижу, что оно подтверждается на практике. Файл вроде бы получен. Теперь нужно им обновить имеющийся BIOS. Сделать это можно несколькими способами. Коль уже начал делать это программатором, то и продолжу. Вновь устанавливаю микросхему в программатор и подключаю к компу. По уже изведанному пути проверяю, правильно ли определилась микросхема, умышленно выбирая левые параметры, после чего указываю «Определить чип».
Теперь стираю то, что там было. Открываю файл, который нужно залить на микросхему. Нажимаю автопрограммирование. Данные буфера и чипа совпадают. Остается только установить это в комп. Зайдя в BIOS, сразу видно версию. Она, естественно, 1.0.0, так как параметр нумерации версии находится внутри прошивки, а менял я только название файла, поэтому пусть это не вызывает подозрений у вас. Скорее всего, где-то можно изменить так, чтобы и в характеристиках было 1.0.1, но я считаю, что это не имеет смысла в этом разбираться и тратить на это время. Главное, что сейчас вызывает интерес, это, конечно же, M2 NVMe. И вот он, вместе со своим серийником. Среди списка устройств по приоритету загрузки он отображается как пата. Браузер системной платы, который показывает подключенные устройства, указывает о наличии контроллера накопителя в слоте PCI-Express X16. Теперь неплохо было бы посмотреть не только на то, что SSD M2 NVMe доступен в BIOS среди других дисков, а и хочется увидеть, как без вспомогательных телодвижений можно накатить винду и пользоваться ею, чтобы комп включался и грузился. Для этого устанавливаю Win10. Намного более просто по времени, чем когда-то с компакт-диска устанавливался XP. Винда на месте. Можно увидеть, что это единственное устройство хранения данных на компе. Накидал программ для теста. Самсунговская прога показывает, как всегда, скорости выше заявленных и информацию, в каком режиме работает твердотельник. В Виктории можно оценить смарт. Тест поверхности здесь происходит на скорости около 2000 МБ в секунду. HDTune показывает скорость почти 3000 МБ в секунду на чтение, за исключением мест, где находятся системные файлы. А вот какие скорости в Crystal Disk Mark. Ну и еще раз убедимся, что один единственный диск в проводнике. Естественно, нужно оценить и время загрузки операционной системы от момента включения компьютера. Ожидая возможную неудачу и для уверенности в своих действиях, я приобрел программатор. Но это не означает, что модифицированный BIOS невозможно прошить без него. Это можно сделать обычным способом, который предлагает производитель системной платы. Конечно же, прежде всего речь идет о прошивке из-под самого BIOS.
Для этого нужно имеющийся файл с нужной версией записать на флешку. Я запишу и модифицированную, и самую новую от производителя. У меня есть микросхема с записанной версией 1.50. Для меня это бесполезная версия, в ней не оказалось ничего, что могло бы быть для меня плюсом. Поэтому именно ее я и сменю на модифицированную версию. Для этого захожу в специальный для этого процесса раздел, после чего начинается сканирование всех файлов на компе, в результате которого обнаруживается моя флешка с только что записанными на нее файлами. Непонятно, почему не нашлись эти же файлы на винчестере, скорее всего потому, что они лежат не в корневом каталоге локальных дисков, а поиск глубже одной папки не смотрит. Тем не менее, файлы найдены на флешке и можно запускать. Сейчас здесь написано, что комп сам перезагрузится и все сделает. Главное, о чем гласит новое сообщение, не выключать. Новая перезагрузка после обновления, и несмотря на то, что плата считает эту версию более старой, она успешно устанавливается. Еще один из способов обновления BIOS для моей платы – это удержание клавиши F6 при включении компа. Это действие приводит ровно к тому же, что я делал за пару минут до этого. Только разница в том, что там из-под BIOS нужно было искать этот раздел, а при удержании F6 после включения компьютера сюда можно попасть сразу. Но уж еще один раз за 3 минуты я делать эту же процедуру не буду. Тем более, что пусть останется лучше версия 1.01, а не 1.50. Может, конечно, мне эти микросхемы понадобятся со временем для других целей, но на данный момент, чтобы потом не разбираться, где здесь что находится, я их отмечу. Родная так и осталась с версией 1.00, а еще одна новая с модифицированной версией. Кстати, интересный факт, может кто-то обратил внимание, но после замены микросхемы время на компе не сбросилось. Получается, оно хранится не здесь. Я, например, этого не знал и думал, что эти данные хранятся в этом чипе. Теперь на этой плате нет никаких ограничений для использования современного SSD. Является ли этот способ единственно правильным? Наверное, все зависит от ситуации. Пару видео назад я показал, как это сделать с помощью программы Clever, которая выполняла транзитную роль. Как минимум, результат того видео не требовал перепрошивок, а значит снижены риски почти с таким же итоговым результатом. Также на моем еще одном компе микросхема распаяна. Быстро заменить ее физически не получится. Более того, где взять старую версию BIOS я не знаю, разве что вытащить программатором с помощью прищепки. А новая, которая выложена на сайте, мне не интересна, так как в нее не добавлена поддержка интегрированного видео, установленного проца в тот комп, что приведет к тому, что с новой прошивкой, пусть и модифицированной, невозможно будет пользоваться компом вообще. В подобном случае, когда не хочется рисковать, можно вполне воспользоваться программой Clever. Сейчас можно видеть, как на еще более старом компе, о котором только что шла речь, тоже с сокетом 1155, но второго поколения, работает эта же винда, но с помощью программы Clever, которая установлена на флешку. По факту в работе отличий нет. С диска также загружается OS. В данном случае везде два накопителя, потому что второй это флешка с клевером. Скорости ниже, так как в данном компе у слота PCI-Express X16 ревизия только 2.0. Комп, можно сказать, летает. Все время какая-то борьба происходит. Производители хотят нас заставить как можно быстрее купить что-то новое.
а мы этому пытаемся сопротивляться. Надеюсь, это видео кому-то поможет в этой борьбе. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!